говорю спасибо всем, кто остается с нами на медицинском канале Доктор Кострик, кто нас смотрит, комментирует видео, задает вопросы. Работаем для вас, учитываем ваши пожелания в комментариях. Давайте поговорим об увеличенных лимфатических узлах, причинах, симптомах и лечении. Лимфатические узлы являются очень важным элементом системы кроветворения с точки зрения лимфоцитопоэза, формируя иммунную систему и так называемую фильтрационно-фагоцитарную активность. Они образуют разбросанную по всему телу систему, соединенную лимфатическими сосудами. Лимфатический узел – это небольшой округлый или бобовидный орган, являющийся частью лимфатической системы. Он действует как фильтр, задерживая и уничтожая бактерии, вирусы, раковые клетки и другие вредные вещества, которые могут присутствовать в лимфе. Лимфатические узлы также играют очень важную роль в иммунной системе, вырабатывая лимфоциты, клетки, которые борются с инфекциями. Они расположены по всему телу, обычно в группах вдоль лимфатических сосудов, большинство из них в подмышечных впадинах, на шее, в области паха, за ушами и под нижней челюстью. Лимфатические узлы собирают лимфу, которая поступает из разных частей нашего тела. Какие же функции они исполняют? Фильтрация лимфы. Они задерживают и уничтожают вредные вещества, поступающие из тканей. То есть они как защитники в организме. Они фильтруют и вырабатывают антитела. Иммунная функция. Они являются местом производства и созревания лимфоцитов, которые являются ключевыми клетками иммунной системы. Следующее – это транспортная функция. Они помогают переносить лимфу и продукты обмена веществ от тканей к венозной системе. Затем весь процесс останавливается, и организм, который хочет защитить себя от них, приводит к увеличению лимфатических узлов. Это называется лимфаденопатией. Клетки, отвечающие за защитную реакцию организма, лимфоциты и макрофаги, размножаются, чтобы избавиться от патогена, чужеродного какого-то тела, скажем так. Лимфаденопатия или увеличение лимфатических узлов может быть вызвано широким спектром причин, включая инфекции, вирусные инфекции, инфекции, вызванные вирусами такими как Эпштейн-Бар, цитомегаловирус, ВИЧ, грипп, корь, краснуха, мононуклеоз, бактериальные инфекции, туберкулез, бруцеллез, сифилис, скарлатина, стафилококковые и стрептококковые инфекции, также грибковые инфекции, актиномикоз, гистоплазмоз, кандидоз, паразитарные инфекции, токсоплазмоз, лямблиоз, гельминтозы разные, аутоиммунные заболевания, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, саркоидоз, злокачественные новообразования, лимфома, лейкемия, метастазы рака в лимфатические узлы и реакцию на лекарственные препараты, например, на некоторые антибиотики, противосудорожные препараты, сульфаниламиды. Другие причины увеличения лимфоузлов могут быть это нарушение обмена веществ, например, болезнь Гоше, болезнь Нимана-Пика. Также могут быть травмы и хирургические вмешательства в области лимфоузлов. Реакция на вакцинацию. При увеличении лимфоузлов необходимо обратиться к доктору для выявления причины и назначения соответствующего лечения. Увеличение лимфоузлов, называемое, как я уже упоминала, лимфаденопатией, может быть временным и проходить самостоятельно, или же может быть признаком более серьезного состояния, которое требует медицинского вмешательства.
Время, в течение которого лимфоузлы остаются увеличенными, зависит от причины и может варьироваться от нескольких дней до нескольких месяцев. Увеличенные лимфатические узлы указывают на продолжающее заболевание в организме. Чаще всего увеличение лимфоузлов является реакцией на какие-то инфекции, например, на вирусные или бактериальные, такие как ОРВИ, грипп, ангина, герпес, мононуклеоз и другие. В таких случаях увеличение обычно проходит в течение нескольких недель по мере выздоровления организма от инфекции. В редких случаях увеличение лимфоузлов может быть признаком злокачественной опухоли, как первичной лимфомы, так и метастатической, когда раковые клетки распространяются из других органов, когда иммунные клетки чрезмерно продуцируются и скапливаются вокруг лимфатических узлов. Увеличенные лимфатические узлы и болезни накопления также могут указывать на группу таких серьезных заболеваний, которые являются врожденными дефектами обмена веществ, а их наличие указывает на недостаточную активность различных ферментов. Болезни накопления появляются через несколько месяцев после рождения. К ним относятся, например, я уже упоминала, болезнь Гаше или Ниммана-Пика. Затем лимфатические узлы чаще всего увеличиваются под мышками. Также могут наблюдаться увеличение и печени, и селезенки, и задержка развития даже. Еще одна причина увеличения лимфатических узлов – это гистиоцитоз. Это заболевание, при котором клетки иммунной системы продуцируются чрезмерно, их много, да? Они концентрируются в тканях и органах, вызывая их повреждение или отказ со временем. Это заболевание сопровождается лимфаденопатией, потерей зубов преждевременным, да, одышкой, похудением, нарушением памяти, кожной сыпью на туловище, увеличенной печенью или селезенкой. У детей лимфатические узлы увеличиваются в размерах в большей степени. Это связано с тем, что лимфатическая система у детей формируется до 12 лет. Поэтому даже незначительная простуда приводит к значительному увеличению лимфоузлов. Однако не игнорируйте это, и в любом случае нужно обратиться к доктору. Наиболее частой причиной увеличения лимфатических узлов у детей являются инфекции. Во время испытания они могут проявляться и такими характерными свойствами, требующими дополнительной диагностики. Особое внимание врачу следует уделять маленькому пациенту, когда увеличенные лимфатические узлы меняют свое расположение, становятся твердыми, безболезненными или наоборот мокрыми и подвижными и очень болезненными. У детей также могут развиваться так называемые узловые пучки и небольшие ранки, из которых сочится гнойное отделяемое. После посещения педиатра необходимо направить ребенка на лечение к соответствующему специалисту, хирургу, онкологу или гематологу, чтобы подтвердить прямую причину увеличения лимфоузлов у ребенка. Стоит сделать дополнительные диагностические исследования. Общий анализ крови имеет особое значение, так как его можно использовать для оценки появления клеток крови. Краткое изложение симптомов вашего ребенка и результаты анализа крови помогут определить первоначальную причину лимфаденопатии. По морфологии врач может определить содержание гемоглобина в эритроцитах, количество тромбоцитов и количество лейкоцитов и эритроцитов. Во время заражения у ребенка чаще всего меняется количество лейкоцитов, отвечающих за защиту от микроорганизмов. Их количество варьируется в зависимости от воспалительного процесса или инфекции. Бывают ситуации, когда количество лейкоцитов слишком мало по отношению с указанным нормам для пола и возраста. Причиной такого состояния у ребенка обычно являются вирусные инфекции. Лимфатические узлы находятся по всему телу человека. Их окружает соединительно-тканный мешок, под которым располагается
краевая пазуха. Лимфатические узлы состоят из выпуклой и вогнутой части. Они могут отличаться друг от друга по структуре и размеру. Обычно лимфатические узлы трудно прощупать пальцами, и они не вызывают боли. То есть в норме они не пальпируются, то есть не прощупываются, но при инфекции они могут ощущаться в области шеи, паху и подмышечных впадинах. Лимфатические узлы расположены в разных частях тела. Есть периферические узлы, шейные, подчелюстные, надключичные, паховые, локтевые, бедренные и так далее, которые видны и легко исследуются, а глубокие трудно исследовать. Глубокие требуют специальных обследований с помощью компьютерной томографии, УЗИ, рентгена и лимфографии. Различают реактивные лимфоузлы. Это увеличенные лимфатические узлы, которые увеличиваются в ответ на инфекцию, воспаление или другие иммунные реакции организма. Они не являются самостоятельным заболеванием, а скорее как признак того, что в организме происходит что-то не так, да, что требует от иммунной системы активации. Увеличение может быть локальным в одной области или генерализованным в несколько областях. Они могут перемещаться под кожей, но это вызывает боль тогда и покраснение кожи. Они мягкие и эластичные, но при длительном воспалении могут становиться более плотными. Воспаление должно пройти примерно через 2-3 недели. Если увеличение лимфоузлов сопровождается другими симптомами, такими как высокая температура, ночная потливость, снижение веса, длительное сохранение увеличение более 2-4 недель или болезненность при пальпации, необходимо обратиться к доктору для диагностики и исключения других возможных причин, включая онкологические заболевания. Лечение реактивных лимфоузлов направлено на устранение самой причины их увеличения. Если это инфекция, то назначается антибактериальная или противовирусная терапия в зависимости от возбудителя. Если это воспалительное заболевание, то назначается соответствующее лечение. В большинстве случаев реактивные лимфоузлы уменьшаются в размерах по мере излечения основного заболевания. Нереактивные лимфоузлы – это лимфатические узлы, которые не увеличены и не болезненны при пальпации, а также не проявляют признаков воспаления или инфекции. В норме лимфоузлы небольшие, около 1 см или меньше, они даже не прощупываются и не видны. Они мягкие на ощупь, мы можем и не понять, что там есть лимфоузел. Их увеличение, болезненность или изменение консистенции могут свидетельствовать о наличии воспалительного процесса, других инфекций или других заболеваний. Нереактивные лимфатические узлы могут увеличиваться также и даже более 2 см в диаметре. Они не болезненные обычно, но часто возникают группами и образуют конгломераты. Поэтому, в отличие от мягких, их нельзя двигать под кожей. Такой узел может указывать даже на опухоль. Они могут быть увеличены дольше 3 недель. Реактивные и нереактивные лимфоузлы сами по себе не являются опасными или не опасными. Опасность представляет причина, вызвавшая изменение состояния лимфоузлов. Нереактивные, уплотненные, не смещающиеся лимфоузлы могут быть признаком злокачественного процесса, но реактивные, увеличенные, болезненные лимфоузлы могут указывать на инфекцию или другие проблемы, которые также требуют особого внимания. Итак, немножечко подытожив, когда следует обратиться к врачу в обязательном порядке и не стоит медлить. Если увеличение лимфоузлов сохраняется особенно более 2 недель, если лимфоузлы становятся болезненными, плотными, неподвижными, увеличиваются в размерах все больше или сопровождаются другими симптомами, такими как повышенная температура, потеря веса, ночная потливость, слабость, одышка. Если увеличение лимфоузлов произошло после травмы или укуса насекомого. Если у вас есть подозрение на опухоль,
УЗИ – это один из самых важных диагностических тестов лимфоузлов. Это безболезненно и не оказывает негативного воздействия на ваш организм. Ультразвуковое исследование позволяет визуализировать лимфоузлы, оценить их размеры, структуру, форму, наличие патологических изменений. В некоторых случаях для уточнения диагноза могут применяться и другие методы, такие как МРТ, биопсия, чтобы убедиться, что увеличенные лимфатические узлы не указывают на рак. Обязательно выполните цитологическое и гистологическое обследование. Лечение увеличенных лимфатических узлов заключается в следующем. Есть естественные способы лечения увеличенных лимфатических узлов, медикаментозное, хирургическое. Медикаментозное лечение лимфаденита, то есть воспаление лимфоузлов, обычно включает в себя антибактериальные препараты, противовоспалительные препараты, обезболивающие и при необходимости противовирусные или противогрибковые препараты. Лечение, конечно же, подбирается индивидуально в зависимости от причины воспаления, будь то бактериальная, вирусная или грибковая инфекция. Основные группы препаратов, которые используются при лечении лимфаденита, звучат таким образом. Антибиотики назначаются при бактериальной инфекции для уничтожения бактерий. Выбор антибиотика зависит от типа бактерий и их чувствительности. Например, при лимфадените на шее часто используют амоксициллин с клавулановой кислотой, а также группа пенициллинов. Нестероидные противовоспалительные средства, препараты, да, часто вы можете прочитать аббревиатуру НПВП, они пишутся, да, используются для уменьшения воспаления, боли и снижения температуры. Популярные препараты этой группы, которые могут быть назначены, это ибупрофен, кетопрофен, парацетамол. Анальгетики. Конечно же, они назначаются с целью для снятия боли. Анальгин, дексалгин, баралгин. Противовирусные препараты применяются при вирусных инфекциях. Противогрибковые препараты назначаются, если доказана, конечно же, грибковая инфекция. Только в таких случаях. Антигистаминные препараты, они используются для снятия отеков, связанных с аллергической реакцией, например, как я уже выше упоминала, при укусах насекомых. Дезинтоксикационные препараты помогают выводить токсины и продукты жизнедеятельности патогенных микроорганизмов. Они также являются обязательным компонентом в лечении. Местно можно назначать противовоспалительные мази, компрессы. Хирургическое лечение лимфатических узлов в основном сводится к двум видам операций. Первое – это лимфодиссекция или лимфаденэктомия и хирургическое лечение лимфадениты, воспаления лимфоузлов. Лимфодиссекция, лимфаденэктомия – это хирургическое удаление лимфатических узлов, часто используемое в онкологии для удаления пораженных метастазами лимфоузлов. Конечно же, проводит врач-хирург, врач-онколог-хирург. Цель лимфодиссекции – удалить лимфоузлы, в которых могут присутствовать раковые клетки, и оценить степень распространения этой злокачественной опухоли. Существуют разные виды лимфодиссекции в зависимости от локализации опухоли и пораженных лимфоузлов. Подмышечная, паховая, шейная, тазовая и могут быть другие виды. Лимфодиссекция может проводиться открытым или малоинвазивным способом, например, лапароскопически. Тогда
конечно же, немножко будет такой косметический разрез. При открытом доступе делается разрез, удаляются лимфоузлы, а затем рана зашивается. Тут уже доступ будет более глубже, шире, и разрез будет больше. Да? Малоинвазивные методы, такие как лапароскопия, подразумевают удаление лимфоузлов через небольшие проколы. Следующее — хирургическое лечение лимфаденита. Напоминаю, что лимфаденит — это воспаление лимфатических узлов, которое может быть вызвано различными инфекциями или другими причинами. При гнойном лимфадените может потребоваться вскрытие и дренирование абсцесса, а в некоторых случаях удаление и самого пораженного лимфоузла. После операции назначаются антибактериальные препараты в обязательном порядке, а также другие препараты. Важно помнить и то, что выбор метода лечения лимфатических узлов зависит от конкретного случая и определяется суто вашим доктором после обследования. Хирургическое лечение лимфоузлов может иметь определенные риски и осложнения, такие как отек, он называется лимфедема, или также присоединение инфекции. Необходимо соблюдать рекомендации доктора по уходу за раной и приему лекарств после операции. Обязательно помните об этом. В первую очередь обеспечьте себе достаточный отдых и избегайте физических нагрузок. Соблюдайте гигиену. Поддерживайте чистоту в области воспаленного лимфоузла. Не допускайте переохлаждения организма, особенно в области увеличения лимфоузлов. Не прикладывайте тепло или согревающие компрессы без предварительной консультации и осмотра вашего лечащего доктора. Тепло может усилить приток крови к лимфоузлу, что способствует размножению бактерий и распространению инфекций. Увеличение кровотока может привести к распространению инфекции в другие части тела. В случае гнойного воспаления тепло может усугубить ситуацию и привести к развитию сепсиса даже. Как исключение, в некоторых случаях по рекомендации доктора могут быть использованы компрессы с определенными лекарственными средствами, например, димексидом или из свежих трав и растений. Еще раз подчеркиваю, что только после осмотра доктора. Не занимайтесь самолечением. Прекрасными лечебными свойствами обладают хвощ, подорожник, листья белокопытника и листья календулы. Стоит делать компрессы на лимфоузлы на основе календулы, стебля подорожника и белокопытника. Ингредиенты следует промыть, высушить, а затем тщательно измельчить до образования пасты. Далее наложите приготовленную смесь на марлю и приложите такой компрессик к больным и увеличенным лимфатическим узлам. Дополнительно можно натереть больное место маслом зверобоя, только легенько. Компрессы из хвоща также хорошее решение. Для приготовления компресса необходимо положить на ситечко 4 столовые ложки хвоща и залить кипящей водой примерно на 8 минуточек. Трава должна стать влажной под воздействием пара. Приготовленную таким образом смесь нужно положить на марлю, а затем приложить к увеличенным лимфатическим узлам. Чтобы компресс не потерял тепло, его также можно обернуть полотенечком. Масло майорана можно также использовать для естественного лечения лимфатических узлов. Вылейте сушеный майоран в 1,5-литровую бутылку, затем залейте ее оливковым маслом и поставьте в солнечное место на 2 недельки. По истечению этого срока нужно разлить приготовленную смесь во флаконы из темного стекла, аккуратно продавив содержимое через ткань. Больные лимфатические узлы нужно смазывать 2-3 раза в день.
Любители горячих напитков могут попробовать лечебные травяные чаи. Наиболее эффективным средством для очищения самой лимфатической системы является подмаренник. Его свойства уменьшают отек и воспаление лимфатических узлов. К тому же это помогает вывести из организма лишнюю слизь и укрепляет кровеносную систему. Также эффективны чаи из шалфея и корневища аира. Также могут быть рекомендованы компрессы из заваренного хвоща, обязательно теплого. При увеличенных лимфатических узлах на шее компрессы, смоченные настоем молодой коры дуба, а при увеличенных паховых узлах компрессы из цветка сены. Стоит помнить, что предложенные мной выше методы не всегда эффективны. И в случае увеличения лимфоузлов, еще раз повторюсь, необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные заболевания. Откладывание консультации со специалистом может привести к серьезным, даже необратимым и хроническим недугам, которые могут угрожать нашему с вами здоровью. А я очень надеюсь, что информация была полезна для вас. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы и до новых и скорых встреч!